Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Лана Конскова. И сегодня я хочу вам предложить связать носки по моему авторскому методу. Честно скажу, такого я не видела ни у кого. И давно у меня была мечта связать носки именно по круговой, без всяких швов. Шва также нет даже на резиночках. Сразу скажу, что носки эти я связала на двухфантурной машине. Но если вы вдруг знаете способ, как связать на однофантурной без швов, пишите мне в комментарии, мне будет очень интересно узнать. Носочки вяжутся от мыска. Здесь я тоже думала, как же мне быть. И все-таки я придумала способ, чтобы связать сразу от мыска, тоже без швов. Ничего не сшивается. Вяжем от мыска, делаем прибавление по прямой, пяточка. Пяточка вяжется без опускания второй фантуры. Далее опять по кругу и резинка по кругу. Вот, никаких швов абсолютно здесь нет. Ну и теперь приступим к расчетам, а затем к вязанию. Итак, о том, как я делаю расчеты. Ну, возможно, кто-то делает расчеты по-другому, но я делаю так, как мне удобно. Вот, например, возьмем наш носочек. Так вот условно нарисую носочек. И первое, что я измеряю, это обхват щиколотки. Измеряю его вот здесь вот, обхват щиколотки. Затем я измеряю по косточкам ширину стопы. И беру среднее число между обхватом косточек стопы и обхватом щиколотки. И уже на основе этого и петельной пробы я вывожу, сколько же у меня должно быть петель. Ну вот, например, по моей петельной пробе у меня вышло 60 петель. Возьму это примерное число 60 петель. Но нужно запомнить, что 60 петель должно быть на двух фантурах. То есть должно быть распределение 15 петель, 0, 15. 0 это середина фантуры. Это верхняя фантура и также по нижней. 15, 0, 15. И вот теперь, отталкиваясь от этого числа, я посмотрю, сколько же у меня должно быть петель на пяточке в серединке, когда будем делать частичным вязанием пяточку. Вот, это среднее, где вот у нас будет остаток. И такое же число должно быть на мыске. Это число петель, с которого будем начинать набор нашего носочка. Я всегда делаю так, что пяточка должна быть на половине носочка. Это всем известный факт. То есть половина всех петель от носка, вот мы берем именно на пяточку. Значит, 60 надо разделить на 2. И получится 30. Но пяточка должна уйти вдвое. Значит, и 30 надо разделить на 2. И получится 15. Это получится 7,5 петель с одной стороны должно остаться. И 7,5 с другой стороны. Но я всегда беру в большую сторону, и поэтому у меня остается 8, 0 и 8. И следовательно, когда я буду набирать вот здесь, на мысочке, то у меня должно остаться, вязание начинаться с таких же цифр. Но по обеим фантурам 8, 0 и 8. То есть у меня будет 8 петель набрано по левой и по правой стороне левой верхней фантуры и 8 петель по нижней фантуре. А пяточка вяжется только на одной. И здесь то же самое будет число.
8, 0 и 8. Далее я считаю, сколько же у меня рядов вместится сюда в мысок. Потому что мне надо догнать число петель до 60. А здесь у меня получается только 32. Значит, так и пишу, что сначала 32, потом 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60. Прибавки делаем в каждом втором ряду. В каждом этом ряду прибавляется по 4 петли. Значит, и считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, то бишь 16 рядов у нас выходит на мысочек. И также будет здесь 16 рядов на пятке. И здесь будет тоже 16 рядов на пятке. Но здесь уже пятка будет считаться вместе с паглинком. Поэтому для того, чтобы узнать, сколько же нам петель надо, рядов провязать вот уже по самой стопе, берем петельную пробу, умножаем на ряды нужное количество сантиметров и отнимаем количество рядов на пяточке и на мыске. И вот здесь уже сколько рядов останется, берем их на вязание стопы по прямой. Но надо помнить, что если вы рассчитываете, у вас, например, на стопу там вышло, грубо говоря, 100 рядов, по счетчику у вас будет в 2 раза больше, то есть 200. Связали дальше пяточку частичным вязанием до нужного количества петель. И потом уже по круговой паглинок вяжем и резинку столько рядов, сколько вам это будет нужно. Ну, такие вот у меня нехитрые расчеты. Возможно, вы считаете по-другому. Если я что-то вдруг объяснила непонятно, то пишите, конечно же, я всегда отвечу. Также вы можете мне написать в Инстаграм. В Одноклассниках у меня тоже есть профиль и ВКонтакте, но там я бываю намного реже. Итак, приступим к самому вязанию. Для начала вязания носочка ставим базовые настройки на каретках, как для обыкновенной резинки. Сдвиг фантуры ставим на H5. Закрепляем нить на струбцину и каретка с левой стороны. И вот так выглядят настройки верхней каретки. Рычаг выбора узора на нуле и боковые рычаги на кружочках. Теперь я выдвигаю в работу нужное количество игл. И что важно запомнить, чтобы не ошибиться. Вот у меня начальное количество петель 32 петли. Поэтому мне нужно, чтобы на двух фантурах у меня было по 16 игл. То бишь по 8 с каждой стороны от нуля. 8, 8 всего 16 и еще раз 8, 8 всего 16. Некоторые потому что путаются и при расчете, вот допустим, вот получилось вот 32 петли и набирают эти 32 петли и по верхней, и по нижней фантуре. Поэтому не забывайте делить на 2. Так же, как и круговые ряды. У вас будет один круговой ряд, но по счетчику у вас будет в 2 раза больше. То есть один круговой ряд – это 2 простых ряда будет на счетчике. Теперь дальше вяжем. Теперь нужно провести кареткой и сделать зигзаг. Это будет начало нашего носочка. Теперь после того, как выдвинули иглы, сделали нужные настройки на каретке, проводим один ряд и формируем начало носочка. Это будет зигзаг. Всегда будем вязать на H5, поэтому дальше никуда сдвиг не надо менять. Вот как есть, так и вяжем. Теперь вешаем гребенку и вешаем грузики.
Вот мы навесили гребенку, навесили грузики. Грузики лучше на гребенку навешивать не прямо вот под вязанием, вот как у вас вязание идет, а по самым-самым краям. Иначе гребенка может туда-сюда прыгать вверх-вниз. Я уже с этим сталкивалась, поэтому лучше по самым краям, потому что вязание вот тут узкое все-таки. Вот. Теперь выставляем настройки кареток на круговое вязание и меняем плотность на рабочую, ту, на которой вы будете вязать для лицевой глади. У меня машина Silverit SK 280 на 60, классика. Поэтому и объяснять буду я для Сильвера, потому что с бразером я никогда не связывалась, и я не знаю, какие там настройки делать. Поэтому, если у вас бразер, я думаю, вы сами разберетесь. И главное, вот понять принцип вязания таких носков. Поэтому ставим на круговое вязание на Сильвере, на треугольник левый рычаг, правый оставляем также. Ручка выбора узора на SJ ставим. Плотность у меня рабочая 9. И на нижней каретке левый рычаг я ставлю на 0. И также плотность я ставлю на свою рабочую 9. Теперь я провязываю 2 ряда по кругу, а по счетчику это будет у вас 4 ряда. Теперь, когда связаны 2 круговых ряда и 4 ряда по счетчику, теперь нужно делать прибавки. И прибавки будем делать каждые 2 круговых ряда. То есть по счетчику у вас будет проходить 4 ряда. На прибавках хочу немножко поподробнее остановиться. Если вы будете отодвигать от края по 2 петли, то у вас будет получаться вот такая полосочка по прибавкам носка. А если вы будете отходить только на одной иглой, то есть передвигать только одну иглу, то прибавка будет выглядеть уже просто как столбик лицевых петель. Я в этот раз решила попробовать по 2 иглы, но в следующие разы я буду все-таки делать по одной, потому что вот такой вариант мне нравится больше. Он как-то более эстетичнее, что ли, смотрится. Ну, а теперь продолжаем. Для того, чтобы сделать прибавку, вам нужно взять одноигольный или двухигольный декер. Когда будете 2, вот, например, как я сейчас вот петли передвигать, вам все равно понадобится одноигольный декер для того, чтобы сделать дополнительную петлю для прибавки. Итак, я делаю прибавку через 2 иголочки широкой дорожкой, но вы можете сделать одну, принцип не меняется. Перевешиваю через одну иглу 2, вы можете сделать одну, и с соседней иголочки, она у нас была 3, поднимаю протяжку от предыдущего ряда и навешиваю на пустую иголочку. То же самое я делаю с левой стороны. Вот я сделала прибавки по верхней фантуре. Вот прибавка, ее видно. И вот прибавка, ее видно. И теперь то же самое я делаю с обеих сторон по нижней фантуре. Ну вот первые прибавки сделаны. Теперь снова вяжу 2 круговых ряда. И затем снова делаю прибавки. Вот 2 круговых ряда. Теперь я снова делаю прибавки. Так делаем до тех пор, пока количество петель не достигнет своего нужного количества. Теперь, когда убавки закончились, все, мысок связан.
То есть мы провязали вот до этого места, от этого края, вот, и до этого места. Теперь вяжем простыми круговыми рядами, без убавок, без прибавок, просто как есть круговые ряды, все на той же рабочей плотности. Вяжем, получается, от мыска и до самой пяточки. То количество петель, то количество рядов, которые вы рассчитали. Ну вот теперь я связала всю стопу. И еще раз хочу напомнить, что если по вашим расчетам у вас, например, 40 рядов, то по счетчику это будет 80 рядов, то есть 2 раза больше. Пожалуйста, следите за этим, потому что можно просто заработаться и не заметить, не уследить. А теперь приступаем к самому интересному, к вывязыванию пятки. Я все вот думала, как же мне эту пятку сделать так. Вот, обычная пятка бумеранг, как мы и вяжем даже и на однофантурном вязании. Вот, думала, как же мне ее связать, эту пяточку, чтобы не опускать нижнюю фантуру вниз, чтобы здесь не было никаких раздраев, чтобы не мучиться. Думала, придумала. Сейчас расскажу, это самое интересное. Тут даже можно сказать такой девиз, что нафиг условности, главное результат. Делаем. Я отстегиваю нижнюю каретку, убираю ее. Вы можете ее отодвинуть в край или вообще снять, чтобы она вам не мешала. Оставляю двухфантурное плечо. Настройки на каретке я оставлю на лицевую гладь. И выставляю рычаги частичного вязания. И таким образом я смогу вязать на сомкнутых двух фантурах, но на одной фантуре пятку обычным способом. Теперь вяжу пяточку. Провожу ряд. Счетчик, кстати, тоже можно выключить, потому что здесь тоже я смотрю лично на количество петель, а не на количество рядов. Вот. И выдвигаю крайнюю иглу в нерабочее положение. Таким образом здесь будет сделан обвив и петля сократится. И вяжу в обратную сторону. Вот. Опять провязали ряд и выдвинули крайнюю иглу в переднее нерабочее положение. Дальше также провожу кареткой в другую сторону и опять вывожу иглу в переднее нерабочее положение. Но вот здесь главное оттягивать. Я это буду делать руками с помощью грузиков. Нужно каждый раз следить за оттяжкой, чтобы петли не слетали. И снова провожу кареткой. Как вы видите, она прекрасно вяжет на одной фантуре с двухфантурным плечом. Так что вот, пользуйтесь моим советом. И снова выдвигаю крайнюю иглу. И так до тех пор, пока у вас для пяточки не останется нужное количество петель. И потом опять пойдем на расширение. Еще хочу вам сказать, как я вешаю груз, как лично удобно мне. Но вы сами смотрите. Во-первых, его надо, груз, зацеплять именно только за саму пяточку. Основу не цепляйте, иначе оттяжки не будет. Что делаю я? Я подлезаю, пятка там вот с той стороны у нас по задней фантуре. Подлезаю, просовываю вот эту семерку прям в самое мясо этой пятки и вешаю груз. И получается вот она прям вот так сильно-сильно оттянута. И прям хорошо получается.
Но еще дополнительно вот с краев рукой оттягиваю. Поэтому я показывать не буду, потому что мне будет очень тяжело регулировать и камеру, чтобы вы все видели, и оттягивать одновременно грузы и вязать. Поэтому вот даю такой совет именно использовать семерку, если есть. Если нет, то максимальное количество крабиков, чтобы прям ее вот эту пятку тянула, потому что вот видите, она прям так хорошо поднимается, вот эти вот крайние петельки. И их, конечно, нужно хорошенько оттягивать. Есть, конечно, пряжа, которая прям струится и сама падает, но вот эта чистая шерсть, и она вот немножко все-таки задирается кверху, и ее нужно максимально регулировать. Вот я убавила петли пятки до нужного мне количества. Еще раз напоминаю, проводим ряд кареткой, выдвигаем крайнюю иглу. Проводим кареткой ряд, выдвигаем крайнюю иглу со стороны каретки. А теперь, когда мы будем снова вводить петли пятки в работу, то иголочки нужно будет сначала задвигать, а потом уже проводить ряд кареткой. Каретка сейчас вот у меня находится с правой стороны, а иголочку я буду задвигать с левой стороны. Вот я ее так придвину, чтобы язычок только был наружу. И проведу кареткой. Таким образом у меня петля эта провяжется и прибавится. Так, теперь вот осторожненько провожу кареткой. И вот вы видите, вот эта петля, вот она провязалась. Теперь опять с противоположной стороны от каретки придвигаем иголочку и снова проводим ряд. И снова вы видите, что петля провязалась. Надо немножко так вот все равно подтягивать, чтобы петли не убегали. И так делаем до тех пор, пока все иголочки не введем в работу, и у нас снова будут все иглы в работе. Теперь, когда мы вывели все петли в работу, пятка полностью связана. И мы с вами связали уже до этого места. Пятка связана, и нам осталось связать только паголинок. Но если сейчас вот не поднять петельки между верхней и нижней фантурой, здесь будут дырочки. Вот посмотрите внимательно. У меня один идет столбик петельный и второй петельный столбик. А между ними я подняла протяжку. Именно для того, чтобы не образовалась дырочка. И когда у меня эти носочки уже пройдут в ВТО, распушаться после стирки, то этих вот, ну как бы мельчайших вот дырочек, ну их дырочками нельзя, конечно, назвать, их вообще не будет видно. Носочки будут аккуратные абсолютно. Поэтому что делаем сейчас? Немножко приспускаем нижнюю фантуру с одной стороны. Нажимаем вот рычажок верхний и вот так вот капельку прям. И находим вот здесь вот протяжку. Либо можно взять вот саму как бы краевую дужку от самой верхней и нижней петли. Я обычно именно беру вот дужки от нижней петли и дужку от верхней петли. Каждую перекручиваю и навешиваю на свою фантуру. Вот я зацепила крайнюю дужку от верхней петли и навешиваю ее. И также ищу дужку от нижней петельки. Вот она спряталась. И также перекручиваю ее и навешиваю на петельку от нижней фантуры. Теперь фантуру с этой стороны поднимаем, фиксируем и делаем то же самое с противоположной стороны. Сейчас вяжем паголинок
И встретимся уже, когда нужно будет делать резиночку. Ну вот я связала нужное мне количество рядов для паголинка. И теперь нужна резинка. Но резинка, как я уже говорила, должна быть по кругу. Тоже думала, как же такое сотворить, потому что это практически невозможно. Естественно, резинка вяжется на двух фантурах и по прямой, поэтому пришлось применить смекалку и в этот раз. Что делаем? Круговое вязание оставляем. Мы его не меняем. Меняем только плотность. Я всегда вяжу резинку на 2 плотности меньше. Вы как вот вам больше нравится. У меня сейчас плотность 9, и поэтому я выставляю для себя плотность номер 7 на 2 единички меньше. На верхней и на нижней фантуре. И теперь для того, чтобы видеть границу резинки, берем одноушковый декер и берем петлю-уловитель. Для того, чтобы сформировать резинку, мы так делаем только один ряд. Смотрите, я снимаю дужку предыдущего ряда, как бы распускаю петлю, вставляю петлю-уловитель, прохожу сюда. Если надо, помогаю себе декером, чтобы ниточка легла на ушко, и провязываю петлю в обратном направлении. И у меня формируется лицевая петля. Также делаю со всеми остальными петлями, где я предполагаю, чтобы у меня по лицевой стороне это будут изнаночные петли, где я сейчас формирую лицевые. Поэтому вот делаем как бы в зеркальном отражении. Вот я снова сняла дужку, снова вставляю петлю-уловитель. Обе петельки у меня на петлю-уловителе. И провязываю в обратном направлении. Так делаем до конца верхней фантуры. Затем то же самое будем делать на нижней фантуре, но здесь немножко как бы замороченнее. Неудобно просто. Ну и теперь самое сложное, как я считаю, вообще во всем этом носочке, это поднимаем также дужку с предыдущего ряда. Вытаскиваем иголку сюда наружу. Здесь вот сбоку поддеваем, чтобы ниточка полностью вышла. Вот она. И теперь также вставляем петлю-уловитель. Проходим насквозь. Подушка кладем ниточку и провязываем ее. После этого навешиваем на ту же иголочку. Вот получается, связали лицевую петельку. И вот так вот выглядят уже сформированные петельки, лицевые наши резинки. Итак, делаем вот такие перестроения петель тоже до конца ряда на нижней фантуре. Ну вот я сформировала все петельки в этом ряду круговом. Теперь образуется резиночка, и как поступаем дальше. Дальше я все на той же плотности, которую я выбрала для резинки, вяжу столько круговых рядов, сколько мне нужно. И на этом работа заканчивается. Дальше будем снимать петли на вспомогательную ниточку. Теперь я снимаю петли нижней фантуры. Как я это делаю? Немножечко приподнимаю иголочку, на которой находится петелька. Подсовываю под петельку иголочку. В этот момент иглу, на которой держалась петля, я убираю и спокойно уже просовываю ниточку. Ниточку я оставляю под колками. Таким образом вязание не будет сразу слетать, оно будет держаться и будет еще удобнее даже снимать петли с верхней фантуры.
я пробовала в первую очередь снимать петли с верхней фантуры, но а не с нижней. И, знаете, мне не понравилось, потому что петли начинают сразу слетать, и петли вот этой вот с нижней фантуры, они просто вытягиваются, ускользают туда вниз, ничего не видно. Ну, короче, я не рекомендую. И вот так вот делаем до конца ряда. Снимаем петельки на вспомогательную ниточку. Все это очень просто и быстро. Ну и вот такой вид получается, когда сняты петли нижней фантуры на вспомогательную ниточку. Сама вспомогательная ниточка видится по низу, под колками. И на ней вот петельки можно увидеть. Вот они, петельки. Теперь приступаем к снятию петель с верхней фантуры. Но здесь все гораздо проще. Просто также подсовываем иголочку, снимаем иглу, на которой вязали, протягиваем ниточку и снимаем. Ниточка перед колками. Опять чуть-чуть выдвигаем для удобства. Засовываем в петлю иглу швейную, трикотажную. Вытаскиваем иглу машины и протягиваем ниточку. Вот петли с верхней фантуры таким образом снимаются. Они не держатся за колки. И так вот снимаем до конца ряда. Вот теперь у меня все петли сняты на вспомогательную нитку. Теперь я обрываю рабочую нить. Много ее не нужно, достаточно столько, чтобы вы могли потом закрыть петельный ряд. Чтобы открытые петли можно было закрыть. Снимаем все грузики, которые есть у нас на этом носочке. И вытаскиваем сам носочек к нам наружу. Ну и вот теперь, когда я сняла все грузы, я снимаю носочек. И получается вот такая картина. Что делаем дальше? Вот граница резинки. Теперь я возьму еще одну вспомогательную ниточку с иголочкой. И проходя постепенно, я буду декировать с изнаночной стороны вот эти вот петельные столбики. Я их буду формировать вручную. Да, возможно, вам покажется, что это очень долго, но на самом деле это очень действительно быстро делается. И в конце концов, вот знаете, ну стоит того, потому что носок действительно связан будет по кругу, без всяких швов. Теперь вот я взяла носочек, он повернут ко мне. Вот я буду работать с изнаночной стороной. И перед собой я вижу два хвостика и рабочую ниточку, которую я связала для удобства, чтобы она не мешалась. Теперь левую ниточку либо обрезайте под самый краешек, либо протягивайте. Я ее сейчас вот обрежу. И теперь я вижу, что первая петля у меня идет изнаночный столбик, а следующая вторая петля здесь лицевая. Значит, ее я и буду декировать. Поэтому я беру иголку с ниточкой, первую петлю, которая изнаночный столбик, я надеваю. Вот эту ниточку я убираю. И также убираю ниточку из второго столбика. И распускаю его вплоть до вот этой вот петли, где уже у нас связана лицевая петля. Вот так помогаем себе
иголочкой, потому что некоторые виды пряжи цепляются друг за друга. Вот у меня шерсть, и она цепляется. Вот. И так до самой вот этой петельки распускаем. Вот у меня выглянула петелька. Я в нее вставляю петлю-ловитель. Обязательно надо следить, чтобы петля правильно смотрела. Вот. И поднимаю весь петельный столбик. Самым обычным способом, как если бы мы это делали на одной фантуре. Затем, когда петельный столбик поднят, мы надеваем эту петельку на вспомогательную ниточку, которая идет у нас новая. Не та, на которой все петли держатся, а на которую мы на новую надеваем. И дальше надеваем следующую петлю. Ну, сами смотрите, как у вас там будут идти. Может быть, у вас будет идти резинка 2 на 1 или там 2 на 2. И вот эти вот петельки. Следующая у меня изнаночная, поэтому я ее пропускаю. Надеваю на ниточку, на вспомогательную. Вот. А следующую петлю я снова снимаю и распускаю. И тоже с помощью петли-уловителя формирую лицевую дорожку. Вот у меня снова выглянула лицевая петелька. Я снова беру петлю-ловитель и снова поднимаю петельный столбик. И также, когда я подняла петельный столбик, я тоже надеваю эту петельку и следующую, поскольку она не будет использоваться, на вспомогательную ниточку и распускаю уже следующую. Итак, двигаемся по кругу, пока не будет сформирована вся резиночка, та резиночка, которую вы задумали. Вот у меня это резинка 1 на 1. Так она пока выглядит с лицевой стороны, а вот так она выглядит с изнаночной стороны. И вот у меня получилась такая резинка. Абсолютно без швов. Теперь ее нужно закрыть. Берем кончик рабочей нити и вставляем в иглу. Я буду закрывать очень простым эластичным способом. Он мне очень нравится. При нем резинка абсолютно не стягивается и край хорошо пружинит. И вот этот способ, он очень хорошо подойдет вам, если вы, например, вяжете рукава сверху вниз или, например, свитер сверху вниз. И очень хорошо таким способом закрывать вот любые резинки. Для того, чтобы закрыть петли таким способом, вот у меня рабочая ниточка идет от лицевой петли. Я сейчас вставляю иголку в изнаночную петлю по задней стенке. И через одну у меня еще одна изнаночная петля. То есть лицевую я пропускаю и захватываю вторую изнаночную. И пропускаю через них рабочую ниточку. Чуть-чуть подтягиваю. Теперь та лицевая петля,
которую я пропустила, по передней стенке в нее пропускаю. Вот. И в следующую лицевую. И также продеваю насквозь. И слегка подтягиваю. Теперь снова у меня по задней стенке изнаночная петля смотрится лицевой. И тут обращаем внимание, куда идет вспомогательная ниточка, в эту петлю и заводим. И следующую. То есть, понимаете, да, по лицевой с изнаночной 2 подряд и 2 подряд с лицевой стороны. Вот они, с лицевой стороны. Лицевые. И подтягиваем немножко. И сюда. Здесь тоже лицевые петельки. Вот сюда идет вспомогательная ниточка. Значит, сюда вставляем иголку и через одну в следующую лицевую. Заводим ниточку и слегка подтягиваем. Снова отворачиваю. Вот. Провязанная, закрытая уже как бы лицевая петля. Пропускаю изнаночную петлю и в следующую лицевую. Вставляю и протягиваю. И так делаем до конца ряда. И в конце уже будем вытаскивать вспомогательную ниточку. Вот я закрыла резиночку. И посмотрите, как резинка пружинит. Она абсолютно не стянута. И поэтому манжета будет эластичная. Ну и теперь нужно привести в порядок мысок, где мы делали наборный край. Для того, чтобы придать мыску нормальную форму, нужно найти наборный край, наборный ряд. Его можно заметить вот по этим более удлиненным вытянутым петлям. Мы просто берем иголочку и вот так вот вытягиваем в этом ряду последовательно ниточку. Каждый раз она будет увеличиваться. И в итоге мы ее затянем окончательно. Каждую дужку, каждую полупетлю в этом ряду надо подтягивать. И так делаем до конца ряда, пока не протянем эту ниточку до конца. И вот я хочу показать, какой у меня в конце остался лишний кусочек пряжи. Это то, что я вот вытянула отсюда из мыска, из наборного края. Ну и вот теперь подтягиваем ниточку, закрепляем ее с внутренней стороны, и носочек готов. Ну вот, дорогие друзья, связались носочки. Выглядят они вот так. Очень интересные, красивые. И это уже не первый, не последний. И я буду вязать носки теперь только своим способом. Потому что, согласитесь, очень приятно, когда в носках нет швов, которые раздражают, натирают. Ну и вообще, в принципе, мне не нравится, когда в носках есть какие-либо швы. Ну, а вы можете, естественно, связать эти носки на любую длину. Можно сделать и с отворотами, и просто по ноге. Также этот способ можно использовать, чтобы связать гольфы, начать вязать колготки, связать слитки, например. Все, что вашей душе угодно. Дело только в вашей фантазии и в ваших личных надобностях. И я буду очень вам признательна, если вы подпишетесь на мой канал, поставите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А с вами была Лана Конскова. Я желаю вам всего доброго и до новых встреч!